Перед началом ролика я хочу, чтобы вы подписались на мой канал. И побыстрее, иначе Автоботы автоботы захватят мой канал. История начинается с того, что девочка по имени Цумуги встает с кровати. Она забирается на папу и говорит: «Доброе утро», будет его. Папа подтягивается, поправляет очки и смотрит на нее. Она танцует на его важных бумагах. Он останавливает ее и поднимает на руки, но у нее урчит в животе. Потом они идут на кухню, папа достает готовую еду и ставит ее в духовку, чтобы разогреть. Девочка спрашивает папу, можно ли ей посмотреть шоу про волшебниц. Папа отвечает: ладно, но сначала поешь. Она ест и смотрит свое любимое шоу. Папа достает еду из духовки и идет проверить помидоры в холодильнике, но разочарованно вздыхает, потому что они закончились. Пока он готовит ей обед, она встает и говорит спасибо за еду. Папа думает, что обед точно такой же, как вчера. Пока она зовет его, он не может найти ее розовый костюм волшебницы. Папа проверяет и понимает, что забыл его постирать. Она говорит: не волнуйся, я надену его в другой день. Потом она чистит зубы, стоя рядом с папой. Он помогает ей почистить зубы как следует. Потом она пытается надеть футболку, и папа ей помогает. Наконец они готовы идти и прощаются с фотографией мамы. Папа отвозит ее в школу. Оставив ее с учительницей, он прощается и уходит на работу. На работе к нему подходит парень и зовет его Кохей-сенсей. Он приглашает его на вечеринку, но Кохей отказывается. Его дочь еще маленькая. Парень говорит: возьми ее с собой, но Кохей отказывается. Женщина спрашивает: ты готовишь для своей дочери? Он отвечает: однажды я попробовал, и вот что было у нее на лице, когда она это ела. Теперь я кормлю ее только готовой едой. Затем он уходит со словами: я опаздываю на урок, и направляется в класс, потому что он учитель. Парень говорит, что он отказался от приглашения, а женщина отвечает: прошло всего полгода с тех пор, как умерла его жена. После школы он едет домой. Дома его дочь ест и смотрит телевизор, пока он работает за компьютером. После еды она переключает канал и говорит о сезоне цветения сакуры. Она говорит отцу: это же цветы сакуры, да? Он улыбается. Ночью, когда она засыпает, отец укрывает ее одеялом. На следующий день она радуется, когда отец говорит: пойдем посмотрим на цветы. Но ты должна помочь мне с уборкой, говорит он, и она улыбается. Она помогает ему со стиркой, пока он моет пол. Потом она помогает ему развесить мокрую одежду на солнце. Затем она с удовольствием сидит на пылесосе, пока он убирает. После того, как они закончили все дела, она с трудом собирается. Отец помогает ей. Сцена меняется, и мы видим, как люди наслаждаются видом цветущей сакуры. Народу много, поэтому Кохей берет дочь на руки и сажает себе на спину. Пока он идет, она оглядывается и видит, что многие люди веселятся. Вдруг они замечают одинокую девочку. Она плачет и ест. Сумиу говорит отцу: я слезаю. Она подходит к девочке и спрашивает: ты в порядке? Отец говорит Сумиу: не надо так беспокоить людей. Девочка отвечает: я плачу, потому что я одна. Моя мама должна была прийти, но она отменила встречу. Но обед, который она прислала, был очень вкусным, и она снова начала плакать. Сумуги взволнованно спрашивает: а твой обед тоже был вкусным? Девочка отвечает: да, очень. Услышав это, Сумуги пускает слюни, но девочка говорит: прости, я все съела. Но потом она достает адрес ресторана своей мамы и предлагает: если захочешь поесть, приходи. Они смотрят на нее, а она говорит: моя мама готовит очень вкусно. Каи возвращается домой с дочкой. Подойдя к ресторану, он спрашивает, не купить ли им ужин на сегодня. Но она выглядит расстроенной и говорит, что нет, хочет поесть домашней еды. Позже дома она доедает ужин. Он спрашивает: было вкусно? Она отвечает: очень. Но когда он смотрит на коробку, то расстраивается, потому что там половина осталась. Чтобы подбодрить его, Сумуги обнимает его, и он играет с ней. На следующий день после работы он возвращается домой поздно. Когда он заходит с готовой едой, то видит, что Цумуги прилипла к телевизору, завороженная разговором о мясе. В этот момент она понимает, что папа вернулся, и говорит: напиши маме письмо, чтобы она приготовила нам мясо, и продолжает смотреть в телевизор. Он в шоке. Через секунду он выбегает с дочкой на улицу, разговаривая по телефону с номером ресторана, который дала ему девочка. Он говорит, что они сейчас придут, и добавляет: я хочу, чтобы моя дочь хорошо поела. Они бегут к ресторану, и Сумуги спрашивает: куда мы идем? Папа отвечает: сегодня мы будем есть вкусную еду. Они сворачивают в переулок. Он сверяется с адресом и заходит в темный переулок. Наконец они добираются до ресторана. Они открывают дверь и видят ту самую девушку, которая их встречает. Он ставит Цумуги на пол и спрашивает: это та самая девушка, что была здесь раньше? Она отвечает: да, моей мамы нет, поэтому сегодня я работаю в ресторане, но я не умею готовить. Он расстраивается.
Цумуги спрашивает, а что с едой? Он говорит, прости, нам нужно пойти куда-нибудь еще. В этот момент девушка говорит, вообще-то я могу кое-что приготовить. Она достает кастрюлю и говорит, я могу сварить рисунок. Цумуги радостно спрашивает, рис в кастрюле? Она отвечает, да. Цумуги говорит отцу, что она приготовит вкусный рис. Она бежит и садится на стул, а девушка закрывает дверь. Она начинает мыть рис. Кохей наблюдает за ней, сидя рядом со своей дочерью, которая с нетерпением ждет, когда еда будет готова. Девушка моет рис, а когда заканчивает, извиняется и выходит. Цумуги говорит, здесь так красиво. Отец соглашается. Затем он идет в туалет, но слышит, как девушка разговаривает со своей мамой и спрашивает, как приготовить рис. Он возвращается на свое место и разговаривает с Цумуги. В этот момент девушка заходит и говорит, что закончит готовить рисунок. Она нерешительно добавляет воды и проверяет пальцем. Кохей спрашивает, что ты делаешь? Она отвечает, я измеряю количество воды. Затем она говорит, я оставлю его на некоторое время, чтобы он впитал воду. Цумуги тем временем рисует в своей тетради. Кохей беспокоится о еде, которую приготовит девушка. Моя дочь говорит, что мы уже 100 лет не ели вместе. Он понимает, что его дочь теперь ест одна, потому что он всегда занят работой по дому. Девочка добавляет немного саке, чтобы было вкуснее. Потом она собирается убрать его в холодильник, но он спрашивает, это форма, что на тебе, из моей школы. Она представляется, я Катори Иде из 1 класса А, вы мой учитель. Это его шокирует. Она ставит кастрюлю на плиту, чтобы приготовить рисунок. Пока Цумуги рисует, чувствуя сонливость, по кухне разносится аромат риса. Кохей вспоминает, как его жена готовила для них вкусную еду. В этот момент раздается сигнал будильника, и он возвращается в реальность. Рис готов. Катори нерешительно открывает кастрюлю, но увидев, что рис идеально приготовлен, у нее наворачиваются слезы. Кохей смотрит, как она раскладывает рис по тарелкам и с радостью подает им. Она садится за стол. Цумуги выглядит очень взволнованной. Кохей смотрит на Катори, которая с удовольствием ест. Цумуги тоже в восторге от вкуса риса. Она говорит, папа, это вкусно. Смотри, как я ем. Кохей в шоке, у него наворачиваются слезы. Она перебивает его, он вытирает слезы и начинает есть. Он говорит, это вкусно, и Юги радостно спрашивает, правда очень вкусно? Он кивает. Она быстро начинает есть, наслаждаясь едой. Кохей говорит, я обещаю, что буду стараться готовить тебе такую же вкусную еду. Она радостно обнимает его. Увидев это, Катори улыбается и спрашивает, мой рис был вкусным? Он отвечает, да. Она говорит, тогда у меня есть просьба. Ты будешь есть и готовить со мной? Он замолкает, и они смотрят друг на друга. И тут он спрашивает, почему она так удивилась. Она спрашивает, что не надо? Он отвечает, нет, вообще-то я думал, что если твои родители разрешат, то она говорит, не волнуйся, я спрошу у них. Она убеждает Цумуги, которая очень обрадовалась, и они оба делают милые лица, и Кохей соглашается. На следующий день Кохей готовит омлет, но тот подгорает. Потом он режет хлеб и намазывает его маслом. Когда он ставит завтрак на стол, то думает, что надо было добавить овощи, которые он купил вчера. В этот момент появляется Сумуи. Ее отец говорит «доброе утро», потому что она только что проснулась. Она начинает завтракать. Отец спрашивает, тебе нравится? Она радостно отвечает, да, но омлет невкусный, потому что подгорел. Отец спрашивает, что она хочет на обед. Она выбирает запеканку с креветками. Потом, когда она пьет воду, она удивляется, что ее папа приготовил ее любимое блюдо для ланчбокса. Он кладет в ланчбокс еще немного риса и показывает ей. Она спрашивает, когда мы снова будем обедать с Катори. Он вспоминает их вчерашний разговор, когда она пригласила их. Сумуи отвечает, я хочу снова с ней пообедать. Позже, когда он ведет урок, он спрашивает, кто решит эту задачу. Но потом замечает Каори, которая спряталась за книгой. Позже он встречается с директором, который говорит ему, что родители Каори развелись, и она живет с матерью, которая ведет кулинарное шоу на телевидении. Кохей спрашивает, можно ли прийти в гости к ученице. Директор говорит, что это хорошая идея. Он раньше приходил в гости к своим ученикам. Это помогает общаться с ними вне школы. Тем временем Цумуги что-то рисует в школе. Мальчик комментирует, это что, какашки? И она его выключает. По ночам она показывает это своему папе. Он спрашивает, это что, парк? Она отвечает, что нет, и садится к нему на колени. Он говорит, это ты, это папа, а это кто такой? Она говорит, это Катори-тян, и мы у нее дома. Он спрашивает, так тебе действительно нравится у нее дома? Она говорит, да, и еда тоже была вкусной. Он говорит, значит, ты нарисовал то, что тебе понравилось? Напиши на этом свое имя. И она на полном серьезе пишет свое имя. На следующий день в школе Катори достает бургер и съедает его. Как раз в этот момент появляется Кохей и говорит, что перерыв еще не начался. Уходя, он останавливается, вспомнив о ее приглашении. Он говорит ей, что мы придем сегодня. Катори так взволнован и счастлив, что принимает приглашение.
Она спрашивает его о любимом блюде Сумуги, и он отвечает «стейк по-гамбургски и спагетти». Позже он забирает Сумуи из школы и отвозит в ресторан мамы Катори. Затем они идут к ресторану пешком, Сумуи идет подпрыгивая. Когда они добираются туда, Катори уже опускается на колени, чтобы поприветствовать их. Она показывает письмо своей мамы, в котором она дает согласие на то, чтобы впустить ее учительницу. Но Кохей говорит, что мы придем в другой раз, когда она будет здесь. Катори просит их поужинать перед отъездом. Сум Юги подбегает к столам и смотрит на наряд. Катори спрашивает, не хочет ли она что-нибудь надеть. В следующий момент на ней оказывается детская одежда Катори. Ее отец поражен, увидев ее, какой милой она выглядит. Затем она танцует и говорит: «Я с нетерпением жду ужина. Можно нам поесть?» Ее папа говорит: «Хорошо, только на сегодня». Катори достает книгу рецептов своей мамы и читает инструкции по приготовлению супа. Цумуги говорит, что тоже хочет посмотреть, и показывает ей. После этого Катори открывает кастрюлю и говорит: «Давайте начнем», и Цумуги приходит в восторг. Она говорит Кохею: «Пожалуйста, порежь овощи». Он начинает с редиски, но когда он пытается ее порезать, она улетает и приземляется на руку Цумуги. Тем временем Катори наливает воду в кастрюлю и ставит ее на плиту. Кохей изо всех сил старается нарезать овощи. Он говорит Катори: «Если ты не поможешь, мы будем резать всю ночь». Она смотрит на кусочки редиски и говорит: «Ты можешь нарезать их одинаковыми?» Кохей протягивает ей нож и говорит: «Пожалуйста, помоги мне нарезать», но она пугается. Она говорит им: «Извините, я боюсь кухонных ножей». Цумуги говорит: «В шоу про волшебниц есть монстр-нож. Он страшный». Катори говорит: «Если бы я не боялась ножей, тебе бы не пришлось резать овощи». Он ничего не говорит и начинает резать. Затем он начинает рвать каяку руками. Цумуги говорит: «Я тоже помогу». Он протягивает ей каяку, чтобы она порвала ее. Катори смотрит на него, когда он говорит: «Хочешь порвать вместе с нами?» Цумуги говорит: «Она мягкая», и они начинают рвать ее вместе. Кохей благодарит ее за помощь и готовку ужина для Цумуги. В этот момент Цумуги говорит: «Смотрите, у меня есть кролик и котенок. Они совсем не похожи, поэтому Катори идет и приносит формочки». Цумуги сначала пытается сделать звездочку и старается изо всех сил. Затем они смешивают все ингредиенты, и Катори наливает воду. Тем временем маркер Цумуги падает. Она наклоняется, чтобы поднять его, и замечает имя Катори под столом. Затем она смотрит на Катори, которая разговаривает с отцом, и ее глаза блестят. Пока готовится еда, Кой говорит, что у нее болят плечи. В этот момент Цумуги пытается повесить свой рисунок на стену. Катори спрашивает, что это за кальмар. Кой отвечает, что это не кальмар. Цумуги просит помощи, и Катори бежит к ней. Теперь она дает ей скотч, пока вешает свой рисунок на стену. Когда суп почти готов, Кой говорит Катори: «Можешь добавить приправу в суп? У меня это плохо получается». Она достает приправу, добавляет ее в суп, пробует и добавляет еще. Сумуи с любопытством наблюдает за ней, пока она пробует. Затем она дает немного Кои, и он говорит, что это вкусно. В этот момент у Сумуи урчит в животе. Она говорит, что пора есть. Ей дают рис и мисо-суп, и все молятся перед едой. Сумуи пробует мисо-суп, и ее отец радуется, что ей нравится. Они спрашивают, что случилось, и он отвечает, что рад, что ей понравилось. Сумуи продолжает наслаждаться, пока они оба обсуждают, какой вкусный суп. После еды Кои гладит Сумуи по голове и говорит, что теперь они пойдут домой. Катори грустит, что снова останется одна. Сумуи говорит, что в следующий раз они поедят гамбургеры с Катори-тян. Ее отец говорит, что они с нетерпением будут ждать следующего раза, и грусть Катори проходит. Он обнимает Сумуи и говорит, что сегодня им было весело, и Сумуи улыбается. Глаза Катори загораются, и она благодарит его за то, что он пришел сегодня. На следующее утро, когда звонит будильник, Катори выключает его и встает с кровати. Она спускается в ресторан. Когда она приходит, ее нос улавливает восхитительный аромат. Это завтрак, который мама оставила для нее на столе. Выглядит очень аппетитно. Она с удовольствием начинает есть. Затем она читает письмо от мамы. «Я буду в прямом эфире в 15 часов 15 минут». Она смотрит на часы. Сейчас ровно 15, и она начинает смотреть трансляцию на телефоне. Ее мама радостно машет ей в матросском костюме, и Катори морщится. Тем временем Суми Юги смотрит на подгоревший завтрак. Она говорит: «Он наполовину подгорел». Папа отвечает: «Да, это моя вина». Они садятся за стол. Папа говорит: «Расскажи, какой на вкус мисо-суп». Сумиби достает тофу и говорит: «Он слишком твердый». Кохей понимает, что неправильно нарезал его. Она собирается попробовать. Кохей смотрит на нее и думает: а вдруг он невкусный? Но она говорит: «Вкусный», и он успокаивается. Потом она надевает носки и радостно говорит: «Пушистый пух». Она заглядывает в комнату и видит грязную посуду. Она несет ее к раковине, но из-за своего маленького роста не может дотянуться, и папа помогает ей убрать посуду. Потом они оба уходят. Позже в школе Катори говорит Кохею, что ей было неловко видеть маму в матросском костюме. Она съедает булочку и говорит: даже если она выглядела красиво, это нехорошо. Затем она меняет тему и спрашивает:
как прошел завтрак. Кохей отвечает, я спалил яйца. Сцена меняется на школу Цумуги. Она что-то лепит из глины, а хулиган наблюдает за ней. Тут появляются ее друзья и зовут ее поиграть. Она говорит, нет, я леплю гамбургер. Наконец она лепит гамбургер, но потом думает, что у нее не хватит глины на тарелке и ложку. Тогда друзья отдают ей свою глину, и она с радостью берет ее. Тут появляется учитель и говорит, пора домой. Цумуги кладет всю глину в коробку и убирает ее в сумку. Учительница спрашивает, откуда у нее столько глины. Она отвечает, что это подарок. Но хулиган говорит, что она украла глину у других. Она говорит, что нет, они сами дали ей ее. Он говорит, значит, ты не собираешься ее возвращать? Значит, ты воровка. Тем временем Кохей ищет способ легко приготовить гамбургер. Когда он находит его, он улыбается. Учительница спрашивает, что случилось. Он отвечает, что ничего. В этот момент ему звонят. Это из школы Цумуги, и он говорит, что сейчас приедет. Он приезжает туда и заходит внутрь. Учительница показывает ему, в каком состоянии Цумуги и хулиган. Они подрались. Учительница успокаивает хулигана Мио, а Кохей пытается поговорить с Цумуги. В этот момент появляется мама Мио и ругает его за то, что он начал драку. Теперь она просит его извиниться, и он извиняется. Но Цумуги кричит «нет-нет». Она говорит, что не хочет слушать, и отходит. Ее отец разочарован. Он уводит ее, извиняясь перед всеми. На улице ее подруга машет ей. Он отводит ее к машине и везет домой. Цумуги все еще в плохом настроении. Она закрывает лицо руками. Когда они приезжают домой, он отводит ее в комнату и укладывает на кровать. Она лежит на кровати, а папа говорит, теперь можешь снять. Здесь только я. Со слезами на глазах она говорит ему, я не воровка. Они сами дали мне свою глину. Кохей говорит, я знаю, что ты не воровка. Она встает. Он смотрит на лук и говорит, давай купим новый лук для твоей подруги, чтобы никто не называл тебя воровкой. Потом обнимает ее, чтобы она почувствовала себя лучше, и она крепко его обнимает. На следующий день вечером Юги приходит к Катори, которая говорит, сегодня день гамбургеров. Но Юги выглядит подавленным. Катори спрашивает у отца, что случилось. Он рассказывает ей о драке Юги, хотя они помирились сегодня утром. Она все еще переживает. Он говорит, я хочу приготовить самый вкусный гамбургер, чтобы поднять ей настроение. Он начинает готовить гамбургер. Катори говорит, давай сделаем его из всех ингредиентов, которые у нас есть. Она дает ему лук и говорит, нарежь его. Она надевает на него маску и очки. Он спрашивает, зачем это? Она отвечает, чтобы защитить глаза, когда будешь резать лук. В этот момент она говорит, смотри, Сумуви смеется. Твой папа выглядит забавно. Он надевает маску и очки и начинает резать. Но потом спрашивает, как резать. Катори смотрит в мамину кулинарную книгу и показывает ему, как резать лук. Теперь, глядя в книгу, он начинает. Он пытается резать, но Катори пугается. Пока он следует инструкциям, она говорит, у меня есть много пластырей, потому что он может порезаться. Но он начинает резать сверху и говорит, готово. Он продолжает резать, а Кари говорит Цумуги, это потрясающе, правда? Но Цуги все еще выглядит подавленным. Он начинает жарить нарезанный лук. Катори говорит, жарить, пока он не станет коричневым. Они переходят к следующему шагу приготовления гамбургера. Пока он работает, он смотрит на Сумигу, которая все еще грустит. Он пытается ее развеселить, но ничего не выходит. Она говорит, я чувствую, что сделала что-то плохое. Он отвечает, я же говорил тебе, папа знает, что ты не воровка. Катори говорит ему, постарайся больше ее слушать. Он смотрит на Сумуэ и подбегает к ней. Он садится рядом и берет ее за руку. Она говорит, я не воровка, но они дали мне много глины. Я ничего не отдала взамен. Я плохая девочка. Ее папа отвечает, нет, ты добрая и отзывчивая. Папа очень тебя любит. Ее лицо озаряется улыбкой. Катори тоже рада, что с ней все в порядке. Сумуги внимательно наблюдает за тем, как Катори замешивает тесто. Катори говорит, нужно сделать вот так. В этот момент ее папа говорит, сюда, Сумуги, давай сделаем вместе. И Сумуги помогает ему замешивать тесто. Теперь они начинают готовить. Сумуги наблюдает за ними. Аромат стоит просто чудесный. Катори готовит томатную основу, а Кохей добавляет стейки. В конце они добавляют яйцо. Он подает блюдо Сумуги и говорит, пора есть. Сумуги выглядит очень счастливой, и когда она берет ложку, папа отводит ее волосы, чтобы посмотреть на выражение ее лица. Из ее глаз текут слезы. Она крепко обнимает папу и плачет, а он гладит ее по голове. Он берет ее на руки и говорит, ты хорошая девочка, Сумуки. Потом она ест и говорит, это вкусно и очень нежно. Ее папа говорит, я рад, что тебе понравилось. Катори говорит, это действительно выглядит аппетитно и собирается попробовать. Она спрашивает Сумуги, что ты делала из глины. Она отвечает, подарок папе на день рождения. Он смотрит на телефон
и говорит: «Да, сегодня мой день рождения». Она отвечает: «Да, поэтому я приготовила тебе гамбургер из глины». Катори думает, чтобы ему подарить. Она достает из гамбургера самую вкусную часть и говорит: «Это единственное, что я могу тебе сейчас дать». Но он отказывается. Цумуги, кажется, очень рада. На следующий день в офисе коллега Кохея приносит много овощей. Его семья привезла их из деревни, и он предлагает Кохею, угощая всех остальных. Он говорит, что они свежие и полезные. Вечером, когда они возвращаются домой, курьер приносит коробку. Сумуи с нетерпением спрашивает, что там. Кохей открывает коробку, которую прислала его мама, и, увидев еще больше овощей, думает, что же они будут с ними делать. Сумуи читает письмо и говорит, что это бабушка прислала ей. Позже Кохей ищет рецепт, чтобы приготовить гарнир из овощей. Цумуги ищет мясо в коробке, говоря, что там нет мяса, и тут Кохея осеняет. Он достает из коробки котлету из гамбургера, которую он приготовил раньше. Цумуги пишет письмо бабушке, в котором говорит, что хочет мяса. Она что-то чувствует. Кохей фотографирует блюдо, которое он приготовил из гамбургера и овощей. Затем он зовет Цумуги ужинать. Она подбегает к столу, но замирает, когда видит еду, как будто это для нее травма. Ее отец говорит: «Давайте поедим. Это гамбургер». Он начинает есть и просит Цумуги попробовать и сказать, как это. Но по лицу Цумуги видно, что она не хочет это есть. Ее папа говорит, что для ее здоровья полезно есть овощи с мясом. Цумуги неохотно берет кусочек и откусывает. Затем она начинает его жевать, а жевать трудно. Когда она его проглатывает, у нее на глазах появляются слезы, потому что это отвратительно. Она начинает плакать, и папа протягивает ей салфетку, жалея, что заставил ее это съесть. А теперь мы видим, как юный Кохей ест. Его брат обменял мясо Кохея на свои овощи, и Кохею неохотно пришлось их съесть. Кохей просыпается, и мы узнаем, что ему снились воспоминания из детства. Он встает и смотрит на Цумуги, понимая, что она такая же, как он, только не любит овощи. Позже в школе он рассказывает обо всем Катори. Катори говорит: «Я слышал, что у детей чувствительные язычки. Если что-то горькое или кислое, они считают это опасным». Говорит Кохей: «Когда я был маленьким, мне тоже не нравился зеленый перец». Катори говорит: «Когда я был маленьким, мне приходилось есть овощи, потому что моя мама говорила, что это невежливо по отношению к еде и к человеку, который ее приготовил». У Катори появилась идея. Она говорит: «Давай приготовим из них что-нибудь вкусненькое, чтобы она могла съесть». Именно в этот момент Кохей понимает, что пришло время следующего урока, и говорит: «Увидимся позже». Но Катори останавливает его и спрашивает, какой любимый овощ югитян. Он говорит: «Помидоры черри», и она убегает со словами: «Хорошо, увидимся». Сидя на уроке, она думает о списке всех овощей, которые он упомянул. На перемене во время еды она думает о том, как сделать овощи вкусными. Девочки в ее классе разговаривают между собой, спрашивая, не разговаривает ли Катори сама с собой. Она всегда вот так ест в одиночестве. Как раз в этот момент появляется девочка и спрашивает Катори: «У тебя появились друзья?» Катори отвечает: «Пока нет. Моя подруга детства сидит напротив меня. Она в другом классе». Она говорит: «Я пришла тебя проведать». Они обе начинают болтать, пока обедают. И тут Катори спрашивает: «Ты знаешь какие-нибудь рецепты, чтобы дети ели больше овощей?» Ее подруга спрашивает, зачем ей это. Позже, когда Кохей приходит за Катори, он задает этот вопрос мамам. Они говорят: «Мы мелко нарезаем овощи и добавляем их в еду». Тут появляется Микио и говорит: «Мама, я больше не буду есть помидоры». Катори удивляется: «Но ведь помидоры вкусные». Вечером за ужином Катори не очень рада видеть овощи на тарелке. Ее папа начинает есть, но замечает, что она отодвинула нарезанный перец. На следующий день в ресторане Сумигуи радуется, когда Каори говорит ей: «Сегодня мы будем готовить гратен». Каори говорит Кохею, что они спрячут нарезанные овощи в гратен. Он говорит: «А вы не догадаетесь, что там есть зеленый перец?» Сумигуи гораздо умнее, чем вы думаете. Она говорит: «Тогда давайте попробуем». После этого Кохей говорит Сумигуи: «Я помою овощи, поможешь мне?» Она радостно начинает мыть овощи, чтобы помочь ему. Она берет другой овощ, но, поняв, что это страшный перец, роняет его и прячется. Она боится перца. Он говорит: «Иди сюда». Я его почистил, и из него вынули все семечки. Он показывает ей: «Смотри, он не страшный». Она говорит: «Он больше похож на чашку, чем на перец». У Катои появляется идея. Она наливает в него сок и дает Сумигуи. Сумигуи пьет, и теперь он совсем не страшный. Она просит еще, и Катай дает ей, и она радуется. После того, как они почистили все овощи, Кохей пытается разрезать тыкву. Катай дает ему палочки для еды, и он втыкает их в тыкву, и тогда ему удается ее разрезать. Теперь, когда он закончил, Катай говорит: «Сделай их поменьше». Она просит его поджарить мясо на сковороде. Затем они берут все нарезанные овощи, и Цумуги с любопытством наблюдает, как они жарят овощи. Наконец, Катори берет перец, который Цумуги терпеть не может. Она смотрит на Кохея, и тот кивает в знак согласия. Они тоже добавляют перец. Цумуги
Цумуги наблюдает за ними. Это выглядит так интересно. Добавив и перемешав все овощи, Катори перекладывает их в контейнер. Теперь Кохей просит Цумуги помочь ему размять овощи. Она помогает. Они решают приготовить соус. Они кладут сливочное масло на сковороду и обжаривают нарезанный лук. Затем она добавляет немного муки, и он перемешивает. Но потом, глядя на это, Кохей говорит: похоже, что соус слишком густой. Она говорит: давай подождем, пока не исчезнут комочки. Он спрашивает Цумуги: ты можешь наложить заклинание, чтобы не было комочков? Цумуги спрыгивает со стула и начинает танцевать и петь, чтобы наложить заклинание. Катори добавляет немного молока, чтобы соус не был слишком густым. Кохей перемешивает, пока она танцует и поет. Но тут Кохей находит комок. Катори понимает, в чем дело, и убирает его, говоря: это просто лук, сенсей. Выглядит неплохо, говорит Цумуги. Все комочки исчезли. Ее отец говорит: да, твое заклинание сработало. Теперь они поливают соусом овощи. Катори показывает Цугуми свои любимые помидоры и говорит: давай положим их сверху на запеканку. Она начинает их раскладывать и говорит: давай сделаем это вместе. Затем посыпает их сыром. Когда все готово, она ставит запеканку в духовку на 15 минут. Через 15 минут она достает ее. Выглядит очень аппетитно. Сумиу довольна и говорит: я так старалась. Теперь давайте помолимся перед едой. Они начинают есть. Сумиу пробует и восхищается. Они оба довольны вкусом. Таюги говорит: это вкусно. Катори говорит: это чудесно. Таюги показывает ей помидор и говорит: он такой вкусный. Она берет еще одну ложку и жует, но вкус ей не нравится. Папа подбадривает ее, говоря: ты съела перец, хотя он был горьким. Она берет еще одну ложку и говорит: папа, открой рот. Он с удовольствием съедает и кое-что понимает. Катори спрашивает, что случилось. Он отвечает: она заставила меня съесть весь перец, который был внутри. Она улыбается. Он говорит: все в порядке. Она научится есть понемногу. На следующий день мы видим, как Катори гуляет со своей подругой детства. Она смотрит на Катори, которая останавливается и говорит: надо было взять карамельный попкорн, когда мы смотрели фильм. Они возвращаются домой на поезде. Катори говорит: мне хочется вафель и пончиков. Подруга отвечает: ладно, пойдем. Они едят вафли и пончики, а потом прощаются. Когда Катори идет домой, она замечает Цугуми с каким-то мужчиной и думает, кто это. Сумиу спрашивает: куда мы идем? Он отвечает: просто пойдем со мной. Катори хотела позвонить Кахари, но у нее села батарея, поэтому она решила пойти за ними сама. Она проследила за ними до магазина. Парень купил Цумуги пончики, но она отказалась. Двое парней заметили, что Катори наблюдает за ними, и она убежала. Сейчас парень в парке с Цумуги, а Катори наблюдает за ними из-за скамейки. Он предлагает ей колу, но потом выливает ее ей за спину, и ей становится холодно, а он смеется. Катори жалеет ее. Цумуги выпивает колу и говорит: теперь я злая. Тогда он предлагает ей печенье, и она мирится с ним. Пока она ест, он спрашивает: почему ты отказалась от пончиков? Она отвечает: пончики не очень подходят для перекуса, не стоит есть их слишком много. Затем он достает сигарету и предлагает ей. Но тут Катори кричит: стой. Цумуги удивляется, увидев ее, и парень тоже смотрит на нее. Внезапно появляется Кохей и говорит: извините, что опоздал. Увидев его, Цумуги бежит к нему и обнимает. Катори говорит: сенсей, этот парень похитил ее и предложил ей сигарету. Мужчина открывает пачку и начинает есть. Это шоколадка. Катори подбегает и говорит: я тоже хочу. Кохей отвечает: он не похититель, это мой школьный друг Яги. Иногда я прошу его присмотреть за Цумуги, когда у меня работа. Сейчас они играют с Цумуги, и она удивляется, что у сенсея есть друзья. Пока друзья разговаривают, Цумуги играет в грязи. Катори спрашивает: ты сказала, что пончики трудно есть, тебе они не нравятся. Суми отвечает: нет, просто я не ем их много. Яги спрашивает Кохея, кто эта девушка. Он говорит: это моя ученица, и она учит меня готовить. Кохей говорит, что умеет готовить, а Цумуги отвечает, что научилась делать стейк из говядины и овощи. Цумуги тоже это нравится. Аги говорит, что она очень помогает. В этот момент к ним подбегает Катори, держа Цумуги на руках, и говорит: сенсей, давайте испечем для нее пончики. Цумуги очень обрадовалась, когда услышала про пончики. Кохей спрашивает: почему вдруг пончики? Аги говорит: она сказала, что не хочет их есть. Кохей спрашивает: ты хочешь пончики? Она простодушно кивает. Тогда он говорит Катори: давай испечем их. После этого она радостно идет домой с папой и Аги. Аги говорит Кохею: когда жаришь, следи за температурой масла, а потом уходи. Когда он уходит, Цумуги говорит: ты забыл эти фотографии, но он специально так сделал, думая, что мне не нужны такие сияющие глаза. Теперь, сидя на спине у папы, Цумуги направляется домой, когда они замечают мужчину, который готовит аппетитные крокеты. Папа спрашивает: хочешь? Она кивает. На следующий день они приходят к Катори. Кохей надевает фартук, а Катори говорит: я собрала все ингредиенты для пончиков.
Кохей смешивает ингредиенты, следуя инструкциям Катори из маминой книги. Теперь они смешивают их, пока Цумуги снимает тапочки и садится на стул. Кохею нужно тесто. Цумуги взволнованно говорит: «Я тоже хочу». Они говорят, что это опасно, но Цумуги закатывает рукава и говорит: «Я сделаю это», и начинает месить тесто. Она говорит, что тесто липкое и ей нужно больше. Катори проверяет и говорит, что оно готово. Теперь они варят тесто, чтобы оно поднялось. Кохей начинает убираться, пока тесто поднимается. Цугуми говорит, что у нее есть подарок для тебя, Катори-тян. Она показывает ей фотографию, которую сделала с йоги в игровом зале, и рассказывает, как им там было весело. Затем Катори подходит к Кохею и спрашивает, что за человек этот йоги. Он кажется одновременно и плохим, и милым. Кохей отвечает, что да, это заманчиво. Катори спрашивает, а что плохого в том, чтобы быть просто милым? Это тоже хорошо. Кохей понимает, что это о нем, и говорит спасибо. Теперь тесто готово. Катори просит его нарезать и скатать в шарики, а затем сделать в середине отверстия побольше, придав им форму пончиков. Ее папа спрашивает Сумуи, не хочет ли она попробовать. Сумуи делает отверстие, говоря: «Я делаю маленькое отверстие». После этого они оставляют тесто подниматься еще на час. Пока у них есть время, Кохей ведет Юги в игровой зал. Они встают, чтобы сфотографироваться. Они нажимают кнопку «Ок» и принимают позу. Проведя время в игровом зале, они возвращаются. Юги говорит Катори, что им там было очень весело. Катори смотрит на их фотографию и говорит, что это мило. Теперь они переходят к последнему этапу приготовления пончиков. Ставят сковороду и масло на огонь. Пора жарить. Кохей проверяет масло и начинает выкладывать пончики. Юги говорит, шипят. Пока они жарятся, Катори говорит, что теперь их нужно перевернуть, но они подгорели, что их шокирует. Юги наблюдает за ними, и вот последние пончики все подгорели. Катори проверяет их, они подгорели, но внутри сырые. Она подходит и говорит, что нужно было проверять температуру во время жарки. Сумигути трогает подгоревшие пончики, а ее папа говорит: «Извини, они подгорели». Он вспоминает, как его друг говорил: «Проверяй температуру, когда жаришь». В этот момент Катори говорит: «У нас еще осталось 6 пончиков». Они готовятся жарить их, но на этот раз более внимательно. Катори сначала измеряет температуру. Когда она становится идеальной для жарки, она говорит: «Давай, начинай». Сумигути подбадривает его: «Папа, у тебя получится». Он осторожно кладет их внутрь по одному. Они внимательно смотрят, как они жарятся. Затем он переворачивает их, и они улыбаются, когда они получаются идеальными. Сумигути радуется, что пончики выглядят так аппетитно. Катори говорит: «Давайте добавим шоколад и мед». Сумигути пускает слюнки от шоколада. Когда они готовы, они с удовольствием их едят. Сумигути откусывает первый кусочек и говорит: «Они хрустящие и воздушные». Татари и Кохей тоже в восторге от вкуса. Сумигути говорит: «У того, что я сделала, нет дырочки». Она смеется и ест его. Ее папа говорит: «Это потому, что ты сделала маленькую дырочку, и она исчезла во время жарки». Сумигути говорит: «Я думала, что пончики трудно есть, потому что не знала, закуска это или полноценный обед. Но теперь я знаю, что их можно есть с удовольствием». Кохей очень растроган, услышав это. Каори смотрит на него и спрашивает: «Тебе они нравятся, Сумигути?» Она кивает и с удовольствием ест их. Сцена заканчивается фотографиями Сумигути и ее папы с пончиками на столе. На следующее утро мы видим, как мама Катори идет на работу под дождем. По дороге она встречает маму подруги Катори. Она спрашивает, как дела у Катори, и ее мама отвечает, что у нее все хорошо, и недавно к ней приходила учительница из школы, чтобы проведать ее. Позже она рассказывает об этом своей дочери Синобу. В этот момент она видит, как дерутся ее братья, и ругает их, велев принести стаканы, что они быстро и делают. Мать Синобу дает Катори домашние закуски. Она идет к дому Катори, чтобы отдать их, и звонит в дверь. Никто не открывает, и она решает заглянуть в ресторан. Когда она открывает дверь, там оказывается Катори с Кохеем и Суми. Катори удивлена, увидев ее, ведь она ничего не говорила ей об этом. Синобу тоже удивлена. Суми выходит и с улыбкой приветствует ее, радуясь, что у них есть клиент. Синобу спрашивает Катори, что происходит, и та объясняет. Они садятся, и она все рассказывает. Синобу спрашивает, почему она не сказала ей раньше. Катори отвечает, что была занята. Она спрашивает, кто этот учитель, ведь она его никогда не видела. Он говорит, что она учится в другом классе, и он ее не учит. Тогда Синобу говорит, что тоже будет помогать с готовкой, а Цумуги с любопытством слушает их разговор. Катори спрашивает Кохея, не против ли он, что Синобу будет здесь, и он отвечает, что нет. Тогда Синобу говорит Цумуги, что тоже будет помогать с готовкой. «У вас будет больше участников, как на вечеринке». Катори радуется и говорит: «Вечеринка». Синобу отвечает: «Да, давайте выберем день». Дома Цумуги отмечает дату и перед сном с волнением думает о вечеринке. На следующий день после школы ее учитель говорит: «Твоя няня здесь».
По дороге домой она спрашивает, можем мы зайти к Еги-чан? Позже, когда Кохей возвращается домой с работы, он замечает открытки, сделанные своими руками, и читает, что на них написано «Приглашение на вечеринку 18 июня». В этот момент появляется Сумуги и расстраивается, потому что это было секретом. Когда отец спрашивает ее о приглашении, она говорит, что приглашает всех на вечеринку. Отец говорит, что она не может пригласить своих школьных друзей. Она спрашивает, почему. Он отвечает, что они будут есть в доме Катори-сан. Поэтому приглашать друзей в чужой дом значит доставлять им неудобства. Катори спрашивает, ты злишься, папа? Тогда он вспоминает, как друзья Катори были у них дома. Мама принесла закуски и напитки, которыми они все наслаждались. Кохей возвращается в настоящее и видит, что Катори расстроена из-за того, что ее друзья не могут прийти. Он говорит, как насчет того, чтобы сделать новые приглашения на другую дату и пригласить твоих друзей к нам домой. Катори радуется и говорит, ура, но как же вечеринка 18 июня? Он отвечает, мы сделаем все так, как планировали. Услышав, что у них скоро будет 2 вечеринки, она в восторге говорит, у меня голова кругом. Отец говорит, что эти приглашения похожи на помидоры и гедза. Она отвечает, нет, это сердце и луна. Если бы это были гедза, я бы их съела. Тогда они вспоминают о гедза, и у Катори текут слюнки при упоминании гедза. На следующий день в школе он говорит Катори, что Сумуги хочет их попробовать. Катори говорит, я тоже возбуждаюсь, когда слышу о гедза, у меня слюнки текут. Каэй говорит, ладно, тогда давай приготовим их. Позже Катори встречает Синобу, которая говорит, я с нетерпением жду сегодняшней вечеринки. В этот момент появляются ее братья, и она говорит им, чтобы они пошли переоделись. Катори говорит, я тоже пойду домой. Увидимся. По дороге начинается дождь, и она бежит домой. Позже вечером Синобу приходит к Катори. Она принесла овощи для приготовления сегодняшнего ужина. Катори в это время в ванной, она чем-то обеспокоена и говорит, что, возможно, она плохой человек. Она прикасается к ней и благодарит за приглашение. Катори смотрит на Кохея и улыбается. Затем кто-то открывает дверь. Суми Юги понимает, что совсем забыла про Йоги и говорит, что получил приглашение. Но когда все видят его, Йоги понимает, что он лишний, и говорит, что ему пора уходить, но Синобу останавливает его. Давайте устроим вечеринку. Кохей спрашивает Катори, все ли в порядке, и она отвечает, что да. Йоги говорит, что он тоже принес угощение. Синобу читает инструкцию из книги. Катори начинает смешивать ингредиенты для гедза, но потом она замечает, что тесто становится липким. Синобу советует ей смешивать тесто руками, а затем вымешивать его. Теперь тесто нужно оставить на 30 минут. Пришло время приготовить начинку. Кохей достает овощи. Суми Юги наблюдает за ними, сидя на стуле. Пора резать овощи. Йоги режет капусту, а Синобу режет пекинскую капусту, затем кладет ее в миску с солью и оставляет. Катори и Кохей просто сидят и смотрят. В этот момент Синобу понимает, что они тоже хотят готовить. Она кладет перед ними зеленый лук, и они воодушевляются. Кохей берет нож и начинает резать лук. Суми Юги подбадривает его танцем. «Папочка, у тебя получится». Синобу говорит Катори, что она должна смешать фарш. Она дает ей указания, пока та смешивает фарш. Затем она добавляет в него сушеные овощи. Теперь она велит ей положить их в холодильник на некоторое время. Потом Катори говорит, давайте сделаем начинку. Цумуги радостно катает тесто, но папа останавливает ее. Это не твой дом. Еги уже начал раскатывать тесто и дает им указания. Он берет кусок теста, раскатывает его, а затем разрезает. Синобу добавляет в него порошок. Затем он говорит, теперь нужно раскатать тесто. Сделав это, Синобу приносит начинку. Он кладет начинку, смазывает края и аккуратно сворачивает. Получается очень красиво. Теперь они все начинают работать. Цумуги делает свои гедза, кладет начинку, папа смазывает края, и она аккуратно сворачивает. Она показывает их Катори, которая говорит «отличная работа». Цумуги говорит «я хочу знать, какие из них сделала я». Тогда Катори отрывает кусочек теста, делает что-то и кладет на гедза Цумуги. Она радуется, потому что это ленточка на ее гедза. Затем она сама делает ленточку и кладет ее на другой гедза. Катори улыбается, видя, что Цую счастлива, и глядя на нее Синобу кое-что понимает. Она подходит к Катори и спрашивает, что это за поведение. Катори отвечает, смотри, они, кажется, счастливы, пока готовят. Ты мешаешь. Когда гедза готовы, Кохей выкладывает их на тарелку. Еги жалеет, что вмешался. Теперь Синобу тоже делает гедза разной формы, и Цумуги в восторге. Еги приносит куриные крылышки, которые он принес раньше. Он говорит, мы тоже сделаем куриные гедза. Сумиу радуется. Наконец, все виды гедза готовы. Они выглядят очень аппетитно, и их можно есть. Они поливают их соусом, и все начинают есть.
Суми и ее папа дуют на горячие гедза, а потом она их ест. Там еще есть вареные гедза, и Суми с удовольствием их ест. Катори говорит, что куриные крылышки в гедза очень вкусные. Йоги говорит, что хотел бы к ним пива. Катори благодарит Шинобу за помощь и говорит, что в следующий раз они тоже будут готовить вместе. Она смотрит на сенсей Цумуги и говорит, что она занята, ты же знаешь. В этот момент Цумуги замечает ее гедзы и спрашивает, как они. Она пробует и говорит, что они очень вкусные. Цумуги говорит, ребята, попробуйте мои гедза. Они все берут ее гедза с ленточкой. На следующий день, когда Цумуги играет с друзьями в парке, Кахэй разговаривает с другими мамами. Одна из мам спрашивает, удается ли тебе нормально отдыхать, когда ты работаешь и заботишься о Цумуги. Он отвечает, да, я сплю не меньше 4 часов в день. Они удивляются, говоря, что это слишком мало. Мы не знаем, как ты справляешься. На следующий день Кахэй лежит в постели. Цумуги спрашивает, ты в порядке? Он болен и говорит Цумуги, что плохо себя чувствует, и просит ее пойти в гостиную. Цумуги соглашается, но прячется за кроватью, чтобы остаться с папой. Папа говорит, я тебя вижу, и она отвечает, хорошо, я иду, но снова прячется. Папа говорит, в холодильнике есть желе. Давай поедим вместе. Она идет за ним, но когда открывает холодильник, там нет желе, и она расстраивается. Она берет табуретку, чтобы проверить наверху, но там тоже нет желе. Она идет сказать папе, что нет желе. Он говорит, извини, я схожу куплю его, когда посплю немного. Она понимает, что с ее папой что-то не так, и выходит из дома. Затем она начинает смотреть шоу про волшебницу. Волшебница говорит, что как бы трудно ни было, она спасет всех от этого монстра. Она достает свою волшебную палочку и использует свои магические силы, чтобы спасти мир. С решимостью на лице Сан Юги идет собирать вещи, кладет диск с фильмом про волшебницу в сумку и готовится уходить. Но сначала она идет проверить своего папу, у которого высокая температура. Подойдя к двери, она видит, что замок высокий. Она берет табуретку, встает на нее и открывает дверь. Затем она выбегает на улицу. По дороге она замечает мальчика, который гуляет с отцом в парке, и идет дальше, погруженная в свои мысли. Она поет песню «Берегись акул». Она представляет себя волшебницей, которая должна пройти трудный путь, окруженная акулами. Две девочки замечают ее и спрашивают, что она делает. В этот момент она видит, что тропинка исчезла. Боясь ступить ногой в воду, где повсюду акулы, девочки берут ее за руки и говорят «берегись акул». Они помогают ей идти вперед. Потом они машут ей на прощание, и Цумуги продолжает свой путь. Вдруг она поднимает голову и видит, что над ней летит опасный монстр. На самом деле это самолет, который летит над ней. Она отстает, завороженно глядя на него. В этот момент появляется собачка. Хозяин спрашивает, все ли с ней в порядке. Она радостно встает, а собачка лижет ей лицо. Потом она идет по совершенно темной тропинке. С фонарем в руке она выходит из туннеля. По дороге она замечает афишу шоу о волшебных девочках. Чтобы перейти дорогу, ей нужно пройти вперед. Кажется, она не решается, и какая-то женщина спрашивает, не хочет ли она перейти дорогу вместе с ней. Тогда она переходит дорогу вместе с женщиной. Потом она машет ей на прощание и продолжает идти вперед. Ей жарко, и она смотрит на бутылку колы, но потом все же идет дальше. Она так задумалась, что чуть не попала под велосипед. Парень говорит ей «осторожнее». Когда он уезжает, у нее наворачиваются слезы, но она решительно бежит вперед. Тем временем дома просыпается Кахэй. Он измеряет температуру и видит, что она спала. Он выходит из комнаты и зовет Цумуги. Он ищет ее, но нигде не находит. Вдруг он замечает табуретку. Поняв, что она ушла одна, он выбегает на улицу и зовет ее, но она не отзывается. Она бежит по переулку. Наконец она добирается до ресторана мамы Катори. Она зовет ее и пытается открыть дверь, но та заперта. Она уже готова заплакать, но тут слышит голос Катори. Катори стоит у окна своей комнаты и удивляется, увидев там Цумуги. Цумуги вытирает слезы и дает себе мысленную оплеуху, чтобы собраться. Катори дает ей попить и узнает, что Кахэй заболел. Цумуги пьет, а Катори идет за едой. Она дает ей желе, напиток и лекарство для папы. Потом она идет проверить, есть ли еще что-нибудь, что она может дать ей поесть. Цумуги говорит, я не плакала. Я хорошая девочка. Каори гладит ее по голове и говорит, ты хорошая девочка, Цумуги-тян. Она достает несколько белых персиков и говорит, я положу их в пакет. Папа покупает их мне, когда я простужаюсь. Катори отвечает, я тоже ем консервированные персики, когда болею. Затем Катори провожает ее до дома. Катори говорит, Суми-чан, не волнуйся. С твоим папой все будет хорошо. Цумуги улыбается. В этот момент Цумуги останавливается, увидев, что ее папа ищет ее. Она бежит к нему. Увидев ее, он кричит, не уходи из дома одна. Она замирает, а Катори наблюдает за ними.
Цумуги начинает плакать, потому что папа впервые так громко на нее накричал. Он пытается обнять ее, чтобы успокоить, но она не дается. Он пытается ее успокоить. Ты же знаешь, как я волновался. Ты пропала. Каори говорит ему, Суми беспокоилась о тебе, поэтому пришла ко мне за помощью. Он хватает Цумуги и говорит, извините за беспокойство. Мы пойдем домой. Каори говорит, возьми это. Но Цумуги хватает ее за руку и кричит, я не хочу идти домой. Папа пытается ее остановить, и все смотрят на них. Чтобы Цумуги не устроила сцену, Катори предлагает, может, зайдете в ресторан. Цумуги не хочет идти домой с папой, и он наконец соглашается. Мы видим ресторан. Цумуги и Катори сидят, и он не знает, что сказать. Катори говорит, я приготовлю рис. Кахей благодарит ее. Она разжигает огонь и начинает готовить, думая, я должна что-то сделать. Я приготовлю вкусный рис, они вместе поедим и помиримся. Пока Кахей вытирает нос Сумуи, он извиняется перед ней за то, что так громко кричал. Суми Юги просто расстроена. Он говорит, я волновался. Обещай, что больше не будешь уходить одна. Сумуи со слезами на глазах извиняется перед ним. Он достает консервированный персик, и Сумуи спрашивает, ты заболел, да, папа? Он гладит ее по голове и говорит, прости, что я тебя напугал. Он обнимает ее и говорит, значит, ты все для меня делаешь. Катори наблюдает за ними и забывает про рисунки. Кахей чувствует запах и спрашивает, что случилось. Она отвечает, он подгорел. Теперь они смотрят на подгоревший рис. Катори пробует его и говорит, он твердый. Сумуи спрашивает, мы не можем его есть. Катори чувствует себя неловко. Кахей говорит, ничего страшного, мы можем не есть подгоревшую часть. Она говорит, может, сделаем из риса гахей макаи. Он спрашивает, что это. Она отвечает, однажды, когда я была маленькой, рис затвердел, и мы сделали гахей макаи. Затем она достает грецкие орехи и начинает их измельчать. Цумуги спрашивает, что ты делаешь? Она отвечает, я готовлю соус. Затем она смешивает немного кунжута и измельчает его. Она начинает добавлять другие ингредиенты. Затем она достает часть риса, которая не подгорела, и разминает ее. Она скатывает рис и нанизывает его на палочку. Сумуи тоже хочет это сделать, и она дает ей немного риса. Сумуи с удовольствием катает его, а отец наблюдает за ней. Затем к ним присоединяется Кахей, и Сумуи показывает, что она сделала. Они обжаривают рис на огне, затем смазывают его соусом и обжаривают еще. Сумуи говорит, так вкусно пахнет. Когда они готовы, они выглядят очень аппетитно. Сумуи чувствует запах и начинает пускать слюнки. Теперь они все молятся перед едой. Цумуги ест и говорит, что это очень вкусно. Папа вытирает ей лицо, потому что она испачкалась, и они все с удовольствием едят. На следующее утро, когда Юги еще спит, папа готовит завтрак. Он заходит в ее комнату и говорит «Доброе утро». Она отвечает «Папа, я рада, что ты больше не болеешь». На следующий день учитель объявляет, что Кухи сегодня не будет вести уроки. Ученики радостно кричат, потому что у них будет свободное время. Но, как ни странно, она ведет себя как настоящий учитель математики и раздает ученикам задания. Один ученик спрашивает другого, «Сенсей сказал, что его сегодня не будет?» Катори слышит разговор и начинает думать. В школе Цумуги все родители пришли встречать своих детей. Учитель просит их поприветствовать родителей, и дети радостно кричат «Хорошо». Цумуги оглядывается на Кухея и хихикает с подругами. Кухей тем временем разговаривает с другой мамой, пока читает, что они будут делать сегодня. Затем Кухей подходит к Цумуги и спрашивает, что она готовит. С радостным лицом она отвечает «Кальмара». Она показывает его Кухею и говорит, его трудно готовить, потому что он такой большой. Мама Юуки восхищается тем, что сделала Цумуги. Это очень радует Цумуги, и она спрашивает, что тебе больше всего нравится. Она отвечает, он очень большой и красивый. Другие мамы присоединяются к разговору и говорят Цумуги, что мама Юуки хорошо разбирается в рукоделии. Если она так говорит, значит это что-то значит. Это объединяет всех мам, которые обсуждают рукоделие и отцовство. Кухей остается в стороне. Он собирается с духом и спрашивает, делают ли они сумки каждый год. Мамаши стараются быть с ним помягче, зная, что он воспитывает сына один. Затем он подходит к сумке Цуму и видит, что она грязная, и начинает переживать. С другой стороны, Катори идет по коридору своей школы и сталкивается с учительницей. Учительница спрашивает, что случилось, Лида-сан. Но Катори убегает и говорит, что ничего не случилось. Но она все еще думает о Кухее и Сумуи. В школе Сумуги учитель объясняет правила игры. Но Микио нужно в туалет, и мама ведет его туда. Тем временем Сумуи говорит, мы подождем твоих какашек, потому что наших родителей здесь не так часто бывает видно. Видя, что Цугуми терпеливо ждет, все остальные дети говорят, что они тоже подождут Мио. Учительница соглашается подождать. Когда Мио заканчивает, начинается игра. Учительница шепчет, что любит карри.
Пытаясь быть клоуном, Мио громко говорит: учительница покакала. Цугуми и все остальные начинают смеяться, а Цугуми говорит: это было действительно так плохо. Они продолжают играть, а Цугуми радуется и весело хлопает в ладоши. Позже вечером Кухёи сушит волосы Цугуми, и Цууви говорит ему: Мио хочет выйти за меня замуж. С удивленным лицом Кухёи спрашивает, что она ему сказала, на что она отвечает: нет, не сказала. Он большой вредина, я не сказала да. После этого Цуги спрашивает: папочка, можно я посмотрю волшебную девочку перед сном? Кухёи берет сумку Цуги и говорит: я сделаю тебе новую сумку, потому что у всех будут новые сумки. Цуги подходит и забирает сумку обратно, говоря: я хочу мамину сумку. У Кухёи загораются глаза. Так вот, он говорит, что если Цугуми хочет что-то, что готовила ее мама, он это приготовит. Цугуми тут же отвечает, что хочет кальмаров и батат. На следующий день Катори спрашивает Кухея, почему он не пришел вчера. Он говорит ей, что у Цугуми был родительский день в школе. Затем Кухей рассказывает Катори, что Цугуми хочет съесть. Катори говорит, что попросит рецепт у мамы, хотя и предупреждает, что рецепт будет очень простым. Тем временем Цугуми лепит из глины кальмара и приговаривает: кальмар, кальмар. Микио проходит мимо нее и спрашивает, не хочет ли она глины. Но Цугуми отказывается, потому что ее кальмар почти готов. Позже дома Цугуми, Кухей и Катори вместе готовят тушеные кальмары и батат. Цугуми говорит им, что это была ее просьба. Так что старайтесь изо всех сил. Как будто до этого они готовили против ее воли. Затем Цугуми снова начинает петь свою песенку про кальмара. Катори достает рецепт, а Кухей смотрит на бамию, на что Катори говорит, что мы используем ее для цвета, но на вкус она не влияет. Кухей понимает, что, возможно, он слишком сильно давит на Катори и извиняется. Затем Катори говорит, что нужно что-то сделать с кальмаром. Кухей соглашается. Первый шаг – засунуть пальцы в кальмара, что звучит немного странно. Но как только он засовывает палец в кальмара, у него возникает странное ощущение. Он засовывает палец еще раз и аккуратно вынимает содержимое. Он смеется и спрашивает Цугуми, не хочет ли она попробовать. Он засовывает ей палец в кальмара, и у нее тоже возникает странное ощущение. Сейчас она лежит на стуле. Следующий шаг, который Катори говорит, это нарезать кальмара. И он это делает. Когда Кахей рассказывает Катори о его клыках, Сумуги смотрит на глаза кальмара. И она начинает представлять, что находится под водой и смотрит на большого белого кальмара. Но Кахей возвращает ее в реальность, и она говорит, что была так близка к прозрению. Затем Катори продолжает читать рецепт, а Кахей слушает. Когда кальмар готов, Кахей вынимает его и смотрит на него, а Сумуи говорит, что уже видела такое раньше. Теперь Катори говорит, что пришло время для таро, который немного сложно чистить, поэтому Кахей использует нож вместо овощечистки. В какой-то момент Кахей чуть не порезался, и Катори оборачивается, вспоминая, как сама поранилась ножом. Но Сумуи уверяет, что с Кахеем все в порядке. Затем Катори говорит, что пора готовить мисо-суп. Сумуи предлагает свою помощь и говорит, что тоже поможет. Катори говорит, что она может помочь ей приготовить бамию. Катори дает Сумуи бамию и просит ее нарезать ее. Сумуи рада помочь. Она начинает нарезать бамию. Теперь батат почти готов, и Каори добавляет в блюдо бамию. Когда ужин готов, Сумуи, Кахей и Катори готовы его съесть. Сумуи делает первый укус и говорит, что ей нравится. Затем она достает щупальца кальмара в форме короны. Сумуи говорит, что не знала, что у кальмара такое есть. Она кладет его обратно в миску и говорит, что корону съест последний. Он спрашивает, вкусно ли ей, и она отвечает, что ей очень нравится. Кахей говорит, что приготовит это для нее еще раз. После ужина Сумигу и Кахей уходят, а Катори дает им с собой немного еды. Катори говорит, что завтра будет еще вкуснее, и Сумигу радостно спрашивает, правда ли это. Кахей обнимает ее и говорит, что теперь они пойдут домой. Кахей спрашивает, может ли папа тоже поучаствовать в приготовлении. Она говорит о сумке. Цугуми улыбается и отвечает утвердительно. На следующий день Цугуми показывает свою сумку подругам, на которой на пятне от яблока нарисован сад. Папа нарисовал его на сумке, которую сделала мама. Подругам нравится, и Цугуми говорит, что мама и папа сделали это вместе, и крепко сжимает сумку. На следующий день в школе у Цугуми Кахей рисует идеальные линии, и другие родители хвалят его за это. Учительница говорит, что сейчас дети будут резать овощи, и все идут в класс. Затем учительница объявляет, что сегодня они будут готовить ужин, потому что у них летние каникулы. Она продолжает, что они будут делать это по очереди, и зовет Сумигу-чан первой. Сумигу держит нож, как ей показывает учительница. Она отрезает 2 кусочка и устает, а потом бежит к папе и спрашивает, видел ли он, как она резала. Затем мы видим, как Микио режет овощи, и все внимательно за ним наблюдают.
Кахей наблюдает и замечает, что они пользуются детскими ножами. Потом, когда ужин готов, учительница говорит, что нужно помолиться перед едой. Така ест и громко восклицает, что это вкусно. Юуки тоже пробует и говорит, что это восхитительно. Ее подруга говорит, что это карри не похоже на то, что они едят дома. Юуки отвечает, что это похоже на то, что они едят в ресторане. Домашнее карри с изюмом и другими добавками. Мама Юуки удивляется, что она так много знает. Кахей тоже откусывает кусочек и говорит, что домашнее карри было очень вкусным. Потом они с родителями запускают фейерверки. Юуки говорит, что это так мило, и мама соглашается. Сумигуи говорит: папа, посмотри, как красиво. Така хвастается: мои фейерверки просто супер. Но его одноклассник смеется над ним, и он уже готов ответить, но мама останавливает его. Потом учитель говорит детям: вы останетесь здесь. Пожелайте родителям спокойной ночи. Дети машут на прощание. Кахей машет Цумуги, когда идет к воротам. Потом он оглядывается, чтобы посмотреть, но она, кажется, веселится с друзьями. Кахей возвращается домой, заходит внутрь и садится на диван. Затем он заканчивает уборку на кухне, моет посуду и гладит рубашку на завтра. Закончив работу, он берет игрушку Цумуги, садится на диван и чувствует себя одиноко, думая о Цумуги. Тем временем в школе Цумуги все уже спят. Но Така плачет и хочет домой, и учительница успокаивает его. Дома Кахей получает сообщение от Яги, который приглашает его к себе, потому что ему, наверное, тоже одиноко. Кахей говорит, что не пойдет, и Яги шутит: не плачь, что Суми ушла. Кахей смеется и говорит пока. Потом подходит к окну, открывает его и смотрит на небо. На следующее утро Катори моет пол и радуется, что он чистый, когда получает сообщение от Кахея: давай приготовим сухое карри на следующий раз. Вечером Цумуги возвращается домой. Она говорит: я вернулась, а потом играет со своей игрушкой. Папа говорит: сначала помой руки. Потом он получает сообщение от Катори, который спрашивает: какие ингредиенты ты используешь для приготовления карри. Он думает об этом и идет проверить, есть ли все ингредиенты, но находит кулинарную книгу, которую написала его жена. В ней он находит рецепт сухого карри и понимает, что никогда не заглядывал в этот шкаф, иначе он бы нашел его раньше. В этот момент заходит Сумиби. Он говорит ей, что они будут готовить сухое карри, и она радуется. Она идет играть со своей игрушкой, радуясь, что будет карри. Потом она смотрит на алтарь своей мамы, а потом на папу. Она немного расстраивается, а потом прыгает ему на спину и говорит: я хочу съесть карри завтра. На следующий день мы видим, как Катори читает рецепт из кулинарной книги жены Кахеи. Они идут на кухню, и Катори говорит: у нас есть все ингредиенты. Сумиги говорит: я хочу нарезать овощи для карри. Кахея отвечает: нож опасен, и она делает недовольное лицо. Наконец он соглашается, и она готова нарезать овощи под его присмотром. Катори боится, наблюдая, как Цумиги держит нож. Кахея держит Цумиги за руку, пока они нарезают овощи. После этого Цумиги пьет воду, потому что она устала. Катори заходит на кухню и чувствует себя подавленной, потому что даже Цумиги может пользоваться ножом, а она нет. После того, как овощи нарезаны, Кахея говорит: теперь все обжарим. Они начинают обжаривать овощи на сковороде. Катори добавляет ингредиенты один за другим. В конце она добавляет карри и соль. Теперь они смотрят, что еще можно добавить, и, увидев зеленый перец, понимают, что в прошлый раз Цуми не смогла его съесть и даже отложила в сторону. Она попробовала, но вкус был слишком неприятным. Они смотрят на Цуми, и Катори спрашивает: ты не против, если мы добавим перец в карри? Цуми отвечает: все в порядке. Они говорят: хорошо. Катори говорит: пусть постоит на огне минут 10. А пока Сумиу споет свою песню про карри. Когда оно будет готово, оно будет очень вкусным. Они садятся за стол, чтобы поесть. Все откусывают по кусочку и восхищаются. Сумиу говорит, что дома карри вкуснее, и улыбается. Кахей говорит, что Сумиу: ешь помедленнее. Катори отвечает: не волнуйся, у меня есть еще одна порция для нее. Кахей говорит: ну, я думаю, ты ничего не можешь с этим поделать. Затем он вспоминает, как его жена готовила карри. Они подошли к ней и спросили: что у нас сегодня на ужин? Она обернулась и посмотрела на них заплаканными глазами. Они спросили, что случилось. Она ответила: это из-за лука. Потом она взяла его очки и надела их, на мгновение почувствовав головокружение. Сумиу и Кахей засмеялись одновременно. Катори не поняла. Сумиу попросила еще, и Кахей с Катори засмеялись. После ужина Катори пожелала им спокойной ночи, и они пошли домой. Кахей спросил Сумиу: ты помнишь, как мама плакала, когда резала лук? Сумиу ответила: да, я помню, как она плакала, когда мы ели. Кахей сказал: значит, мы оба вспомнили одновременно. В этот момент Сумиу остановилась и крепко схватила его. Кахей посмотрел на нее и сказал: мамы больше нет, верно? Поэтому ты приготовила карри. Она громко заплакала.
Кахей обнял ее и сказал: «Прости, я больше не буду готовить». Она ударила его головой, сказав: «Нет, мне понравилось». Он схватил ее и сказал: «Хорошо, я приготовлю». Она сказала: «Дома карри было очень вкусным. Погода солнечная, и мы видим, как машина останавливается, и из нее выходит Кахей, который с удивлением смотрит на пляж. Он подходит и открывает дверь машины. Сумигуи говорит: «Папа, отнеси меня, пожалуйста». Он отвечает: «Ты уже большая девочка, сама иди». Она говорит: «Я сейчас котенок, я не могу сама идти, поэтому папа меня несет». Они идут к пляжу, держась за руки. Он говорит: «Смотри, разве это не весело?» Тем временем мы видим, как Катори лежит на пляже со своей подругой. Сегодня очень жарко. Синобу встает и смотрит на термометр. Температура 35 градусов по Цельсию, говорит она. Катори, давай включим кондиционер. Катори отвечает: «Мы обещали включить его в награду за то, что закончим домашнее задание». Она начинает делать домашнее задание. Пот Синобу капает на тетрадь. «Я больше не могу», говорит она. В этот момент звонит телефон, и Катори, увидев имя, широко раскрывает глаза. Она отходит в сторону, чтобы прочитать сообщение Кахея, что он придет к ней. Она рассказывает об этом Синобу. Теперь мы видим Кахея у нее дома, и он принес рыбу. Катори говорит: «Какая вкуснятина», и у нее текут слюнки. Кахей объясняет: «Мы сегодня ходили на пляж и купили ее, но было так жарко, что мы решили вернуться. По дороге мы случайно встретили соседскую семью, которая рыбачила. Сумиу заинтересовалась рыбой, которую они поймали, и они отдали нам немного». Сумиу почему-то грустит. Катори спрашивает: «Что случилось, Суу?» Суу говорит: «Я хотела показать тебе рыбу, но папа сказал, что это может быть неудобно». Катори говорит: «Правда, я рада, и это совсем не неудобно». Катори спрашивает Кахея, что с ней случилось. Синобу говорит: «Может, ей жарко. Давайте включим кондиционер». Кахей говорит: «Нет, она просто капризничает в последнее время». Сумиу говорит: «Я просто котенок». Шинобу начинает вести себя как котенок, и Сумиу следует ее примеру. Катори говорит, что у Шинобу есть младшие братья, поэтому она знает, как обращаться с детьми. Затем Катори благодарит Кахея за то, что он принес рыбу, но говорит, что не умеет ее готовить. Кахей отвечает ей: «На самом деле я уже спрашивал Йоги, как приготовить рыбу, но он сказал, что занят в ресторане с клиентами. Он обещал научить меня в другой раз». Шинобу говорит, что мы можем посмотреть видео в интернете. Она берет iPad и начинает искать. Она говорит: «Смотри, я нашла это видео». Кахей смотрит и говорит: «Ладно, мы можем хотя бы попробовать». Цумуги говорит: «Мы будем есть рыбу вместе». Услышав это, Катори говорит: «Сенсей, давайте приготовим самую вкусную рыбу». Он смотрит на Цумуги, которая выглядит очень взволнованной, и говорит: «Хорошо». Затем он подходит к Цумуги и говорит: «Папа сделает все возможное, чтобы приготовить рыбу». После этого Катори выбирает блюдо, которое они могут приготовить из рыбы. Она радостно говорит: «Давайте приготовим рыбный стейк». Услышав это, Сумиу задумывается и говорит: «Я люблю стейк». Теперь они кладут рыбу на стол, и Кахей готов ее разрезать. Шинобу показывает ему, как это делается. Кахей начинает резать рыбу, а Цумуги наблюдает за ним. Катори говорит ей, что нужно отрезать голову. Цумуги внимательно и с любопытством наблюдает, широко открыв рот, когда видит, как рыба разрезается пополам. Шинобу говорит: «Это жестоко». Кахей кладет кусок рыбы в миску, и Цугуми с любопытством наблюдает за ним. Он разрезает рыбу еще раз, и появляется сердце. Катори говорит: «Ужасно». Шинобу закрывает глаза Цугуми и говорит: «Тебе не нужно это смотреть». Но Сумиу говорит: «Я хочу посмотреть». Папа говорит: «Там много крови». После разделки он тщательно моет нож, вытирает его бумажным полотенцем и кладет на стол. Они вместе моют нож и кладут его на стол. Цумуги смотрит на оставшуюся рыбу и с любопытством наблюдает, как они готовят ее дальше. Синобу показывает, как нарезать ее на кусочки, и Кахей начинает делать это. Это немного сложно. Синобу говорит, что нужно резать по диагонали, и Цумуги внимательно смотрит. Кахей пробует резать по диагонали, и у него получается. Теперь он делает то же самое с остальными кусочками. Он чувствует себя очень счастливым, когда у него получается. Катори хвалит его, говоря, что он молодец. Он показывает Тацуюги, у которой загораются глаза, и она улыбается. Он берет кусочек и говорит, что это вкусно. Затем он кладет его на поднос, который держит Катори. Она говорит, что можно попробовать сырую рыбу. Кахей нарезает несколько кусочков, кладет немного соуса на тарелку и пробует. Остальные тоже пробуют и говорят, что это вкусно. Юви смотрит на них и говорит, что тоже хочет попробовать. Она выглядит очень взволнованной. Катори дает ей кусочек. Она съедает его и говорит, что это вкусно. «Давайте хорошо разделаем рыбу». Это страшно весело и удивительно. Кахей вспоминает, как родилась Цумуги. Он рассказывает, как они с мамой были счастливы. «У меня были все эти чувства, переживания, волнения и счастья одновременно, как сейчас у тебя. А потом ты начала расти, и теперь посмотри на себя, ты стала такой большой». Юви говорит: «Папа, я сегодня съем целую кучу рыбы». Катори рада видеть Цумуги такой взволнованной. Теперь Кахей кладет на стол еще одну рыбу и готовится ее разделывать. Цумуги начинает танцевать, чтобы подбодрить его. Он снимает крышку, вынимает и нарезает рыбу. Тем временем Катори достает мед для мисо супа. Шинобу
говорит, что быстро приготовит мисо-суп. Цумуги все еще танцует. Каэй говорит, что рыбная паста выглядит отлично. Татари соглашается и заворачивает ее, а затем обжаривает на сковороде. Когда все готово, Катори говорит, что пахнет очень вкусно. В этот момент в дверях появляется Яги, и все смотрят на него. Он опоздал. Через некоторое время на столе появляется рыбный стейк. К нему подают горячий рис и мисо-суп. Все с удовольствием смотрят на вкусную еду и готовы ее съесть. Сумиу пробует и восхищается. Яга говорит, что к рису это подходит идеально. Катори говорит, что у мисо-супа такой приятный японский вкус. Сумиу радостно рассказывает папе, что это был очень веселый день, и он соглашается. На следующий день в школе Сумиу дети играют на площадке. Сумиу разговаривает с друзьями об игре. Она взволнованно говорит, что хочет быть мистером Галаджили. Ее друг показывает ей, что его нет в списке. Она ставит стул и встает на него, указывая на него. Ее друг говорит ей, что они с Ююкой тоже хотят стать мистером Галаджили. Сумиу настаивает, что хочет быть Галаджили. Ее друг называет ее странной и говорит, что они с Ююкой идут. Теперь мы видим Катори во время обеденного перерыва. Еда выглядит очень аппетитно, и она начинает есть. Ее одноклассники разговаривают, похоже, ей нравится обед, он действительно вкусный. Вдруг вбегает мальчик и говорит, что второй класс тоже делает блинчики, как и мы. Услышав про блинчики, Катори замирает и на мгновение задумывается. Позже учитель сообщает им, что два других класса тоже готовят блинчики. Ученики обсуждают, что они могут сделать, чтобы их стенд выделялся. Одна девочка смотрит на Катори. Пока ученики спорят друг с другом, Кохей просто наблюдает за ними с растерянным видом. Девочка подходит к Катори и спрашивает, какие блинчики можно приготовить, чтобы они были самыми вкусными. Другие тоже подходят и говорят: «Твоя мама хорошо готовит, правда?» Она отвечает: «Но я не умею готовить». Девочка говорит: «Но ты же можешь придумать вкусные блинчики, правда?» Катори вспоминает, что существует так много разных видов блинчиков. Она решительно говорит: «Мне нужно немного времени, чтобы подумать». Кохей внимательно слушает ее. После урока Кохей выходит из класса и, вспомнив о блинчиках, говорит: «У Суну Юги никогда не было блинчиков. Если она съест домашний блинчик, приготовленный мной, она будет счастлива». Позже он говорит об этом Катори, и она отвечает: «Давай приготовим блинчики для нее». Позже дома он моет посуду и подходит к Цумуги, но она выглядит расстроенной. Он говорит: «Я приготовлю тебе блинчики». Цумуги спрашивает, что это. Он отвечает: «Они сладкие, вкусные». Она восклицает: «Я не хочу об этом говорить», и прячется у него под свитером. Он спрашивает Цумуги, что случилось. «Выходи». Она выходит, они садятся рядом, и она все ему рассказывает. Он говорит: «Значит, Хана-чан назвала тебя противной, потому что хотела, чтобы ты сыграла ее роль. Вот почему она расстроилась». Он говорит ей: «Я поговорю с твоей учительницей завтра, чтобы ты могла сыграть роль мистера Галаджили». Она отвечает: «Хорошо, теперь мы можем поговорить о блинчиках». На следующий день в школе учительница соглашается сделать из нее мистера Гайджили. Затем она предлагает им обоим обменяться рукопожатиями. Кохей извиняется за свою просьбу, Суюги соглашается, а Ханна просто пожимает ему руку. После этого Суюги машет отцу, когда тот уходит. Когда Ханна оборачивается, она уводит Юуку-чан. Вечером, когда Кохей возвращается домой, он спрашивает Суюги, как она провела день с друзьями. Но она игнорирует его и говорит, что с нетерпением ждет, когда они будут есть блинчики. На следующий день, когда Суюги открывает дверь, она с удивлением видит, что Яги-чан тоже здесь. Она подходит к ним, и Синобу говорит, что Яги пришел дать им совет. Суюги радостно говорит, что все здесь. Кохей спрашивает, откуда он ее знает. Он отвечает, что покупает ингредиенты в их магазине. Они надевают фартуки, и Катори говорит, что сегодня будет весело. Она говорит Суюги, что они будут печь блинчики. Она показывает список ингредиентов, и Синобу говорит, что можно начинать. Синобу читает инструкцию. Сначала они наливают молоко и кладут сливочное масло на сковороду, чтобы оно растопилось. Когда масло растопится, они кладут его на холодную влажную тряпку. Затем они просеивают муку. Катори пытается, но у нее не получается, и Яги говорит, что он посмотрит. Он быстро просеивает муку. Синобу смотрит на него с опаской, чтобы Кохей и Катори сделали это сами. Суюги наблюдает за их работой. Она начинает петь песенку про блинчики, и ее папа спрашивает, волнуется ли она. Она отвечает, что да. Затем они ставят тесто в холодильник. Яги спрашивает Суюги: она ведь никогда раньше не пекла блинчики, верно? Он рисует и показывает им. Она спрашивает, откуда ты знаешь. Она грустно отвечает, что папа много об этом говорил, а о моей проблеме нет. Катори подходит к ней, чтобы подбодрить, но она все еще расстроена. Йоги гладит ее по голове и говорит, что бы ни случилось, не срывайся на других людях. Папа всегда думает только о тебе. Цумуги понимает это и спрашивает: так вот как это выглядит со стороны? Ее отец отвечает: я всегда думаю о тебе. Она хватается за волосы и говорит: прости, что я плохая, Цумуги. Теперь они нарезают сладкий картофель вместе с Цумуги. Катори боится ножа. Она садится, и Цумуги спрашивает: ты в порядке с ножом? Она отвечает: да.
Теперь они оставляют картофель на 10 минут, а когда он будет готов, разогревают его в микроволновке. Шинобу читает: используйте толкушку, чтобы размять его. Кохей начинает делать это. Катори открывает холодильник, чтобы достать тесто, а затем выливает его на сковороду, чтобы поджарить. Кохей начинает его распределять. Затем он пытается перевернуть блин. Он горячий, но у него получается. Теперь Цумуги с восторгом наблюдает, как Катори взбивает сливки. Когда все ингредиенты готовы, они заворачивают их вместе. Теперь блинчики из сладкого картофеля готовы. Цумуги с восторгом говорит: давайте их съедим. Она откусывает кусочек, и ее глаза загораются, потому что это так вкусно. Каэй говорит: сладкий картофель и сливки придают ему нежный вкус. Катори тоже рада, что попробовала. Теперь они все вместе наслаждаются этим. Катори говорит: я могу приготовить это для своего класса. У нас будет фестиваль культуры, и мы решили продавать блинчики. Мои одноклассники пришли ко мне и попросили помочь выбрать лучший рецепт. Я хочу помочь, и я уверен, что они будут рады. Шинобу дразнит ее: но ты еще не знаешь, что они будут рады. Услышав это, Сумуги говорит: я не делаю своих друзей счастливыми. Кохей отвечает: это неправда. Он достает розовый пушистый костюм, и Сумуги приходит в восторг. Он говорит: я сделаю тебе костюм мистера Гаджили. Сумуи начинает волноваться. Он говорит: Сумуи, не волнуйся. Хана-чан поймет, как это важно для тебя. Она радостно говорит «да». Затем она откусывает кусочек блинчика и говорит «вкусно». Через несколько дней, когда Сумуи заходит в класс в своем костюме, Хана все еще злится на нее, но потом смотрит на нее. Она поражена, увидев ее в костюме Гаджили, и не может удержаться, чтобы не подбежать к ней. Весь класс собирается вокруг нее, и Хана говорит прямо как по телевизору. Ее отец наблюдает за ними, спрятавшись за столбом. Сумуи говорит: это сделал мой папа. Дотронься до него. Хана так и делает. Она говорит: я буду Гаджили. Хана-чан, а ты будешь Йошика-чан? Она отвечает «да». Теперь мы видим, что в школе Катори проходит фестиваль культуры. Катори рассказывает одноклассникам, как переворачивать блинчики, пока другие девочки пробуют их и говорят, что они очень вкусные. Другая одноклассница зовет людей попробовать их блинчики. Ее одноклассница говорит ей: давай приготовимся. Тебе нужно надеть костюм ведьмы, а девочке кошачьи ушки. Теперь они идут рекламировать свой стенд с блинчиками. Катори чувствует себя неловко, но старается изо всех сил. Тем временем в школе Сумуги идет репетиция. Она играет роль мистера Гаджили, а Хана-чан Йошика-чан, которая играет свою роль. Ее папа снимает видео. Когда репетиция заканчивается, все родители хлопают. Сейчас они все стоят на сцене. Кохей плачет и говорит Цумуги: отличная работа. Она улыбается. На следующий день девушки ждут поезд после похода по магазинам. Синобу занята своим телефоном, а Катори оглядывается по сторонам. Она замечает Цумуги и Кохея. Увидев его, она вспоминает, как ее одноклассники говорили, что в прошлом году Кохей-сенсей потерял жену. Вернувшись в настоящее, она продолжает наблюдать за ними, когда Синобу спрашивает, что случилось, и она отвечает, что все в порядке. Тем временем Кохей ждет поезд, а Цумуги спит. Он вспоминает, что в прошлом году умерла его жена. Ночью после уборки Катори моет руки и думает, поели ли Кохей и Цумуги. Сцена меняется, и мы видим Кохея, который просыпается и понимает, что заснул. Он идет на кухню, и Цумуги спрашивает, что они будут есть. Он отвечает, что немного устал, и предлагает пойти куда-нибудь поесть. Они идут в ресторан. Они ищут, куда бы пойти, но не могут решить. В этот момент Цумуги чувствует запах чего-то вкусного. Она говорит, что они могут пойти в это место, потому что там вкусно пахнет. Это ресторан Аканамияки. Она спрашивает, что такое Аканамияки. Кохей отвечает, что можно смешать свою любимую начинку с вкусным тестом. Цумуги очень хочет попробовать. Они заходят в ресторан и садятся за столик. Цумуги с нетерпением ждет, когда принесут еду. Официант приносит Аканамияки. Цумуги разочарована, когда видит его. Она говорит, что хотела сама смешать свою любимую начинку. Ее отец начинает резать блюдо и говорит, что его приготовили специально для нас. Она говорит, что ее обманули. Он отвечает, что не знал, что они так делают. Он берет водоросли и спрашивает, хочешь ли ты добавить их. Она сердито берет их и кладет слишком много. Он говорит Цугуми: перестань играть, и она роняет игрушку. Ее глаза наполняются слезами, и он говорит: не плачь, но она все равно плачет. Он пытается ее успокоить, говоря: съешь это, но она не перестает плакать, и все смотрят на нее. Ему приходится уйти из ресторана вместе с ней. Он говорит: мы почти ничего не съели, ха. На следующее утро учитель приветствует их, когда Кохей ведет Цугуми в школу. Она говорит: Цугуми, ты какая-то грустная. Она отвечает, что все в порядке. Кохей прощается, и она машет ему рукой, не оборачиваясь. Позже в школе Катори говорит Кохею, что ее мама придет к ним на ужин в следующий раз, когда они встретятся. Но он выглядит подавленным
спокойным и говорит ей, что поссорился с Цугуми. Он рассказывает ей все. Она предлагает приготовить окономияки, чтобы у нее остались приятные воспоминания. Кохэй соглашается. Позже, когда они едут домой, Кохэй спрашивает Цугуми, как прошел ее день в школе. Она отвечает, что было весело, и говорит, что мама Юки-чан такая хорошая, она никогда ее не ругает. Он говорит, что ругает ее только тогда, когда она делает что-то не так, и она отвечает «ладно». Он говорит, что на этот раз они собираются приготовить окономияки, и она радуется, говоря, что не может дождаться. Затем Цугуми заходит к Катори и обнимает Синобу. Катори выглядит не очень довольной. Кохэй спрашивает, и она отвечает, что ее мама снова ушла на работу, хотя должна была быть дома. Появляется Йоги и говорит, что пришел, потому что слышал, что она будет здесь сегодня. Суми, Юги и Синобу смотрят на него. Он говорит, что если ее здесь нет, то он уходит. Но они останавливают его. Он спрашивает, что они готовят. Синобу отвечает, что окономияки из свинины и кальмаров. Он говорит, я могу помочь, а она отвечает, хорошо, давай сделаем это. И вот они начинают, Катори смешивает муку с бульоном. Цумуги смотрит, как Кохэй смешивает. Он спрашивает, ты можешь наложить заклинание, чтобы тесто не прилипало? Цумуги встает на пол и начинает танцевать и петь. Шинобу и Яги смеются, глядя на нее. Она восклицает, почему вы смеетесь? Это танец комков. Ее отец говорит, все в порядке, но она подбегает к Яги. Они оба продолжают работать, а Яги говорит, мы не хотим учиться твоему танцу. Катори спрашивает Кохэй, чтобы он нарезал капусту. Когда он режет, она говорит, ты теперь намного быстрее режешь. Но потом Цумуги говорит, Яги, ты режешь как профессионал. Увидев это, Катори говорит, ты тоже быстро научишься. Он спрашивает Катори, ты говорила, что твоя мама будет здесь. Она отвечает, да, он сказал мне, но ее работа кажется важнее меня. Затем она говорит, прости, что веду себя как ребенок. Кохэй режет овощи и говорит, дело не в том, что ты не важна для своей мамы. У нее, наверное, просто много забот. Он вспоминает, как плакала Цумуги. Катори спрашивает, что-то случилось? Он говорит, иногда трудно понять, насколько тебе дорог человек. Он смотрит на Цумуяги и говорит, наверное, дети никогда не понимают, как сильно их родители о них заботятся. Он снова начинает резать и говорит, я уверен, что твоя мама тоже о тебе заботится. Катори смущается. В следующий момент мы видим, как Яги держит Цумуги, потому что она ударила по миске и рассыпала всю капусту. Он говорит ей, чтобы она поиграла где-нибудь в другом месте. Кохэй подходит к Цумуги, которая сидит и расстроена. Она говорит Цумуги, извинись, и она говорит, извините. Яги и Синобу наблюдают за ней. Кохэй усаживает ее на стул и садится рядом. Он спрашивает, тебе не нравится, когда тебя ругают, да? Папе тоже не нравится тебя ругать. Она с любопытством спрашивает, а тебе не нравится? Все смотрят на них. Он говорит, ты сделала что-то не так, поэтому тебя и ругают. Но в ресторане Окономияки я тоже был неправ, когда ругал тебя. Прости, это была не твоя вина. Она спрыгивает со стула и говорит ему, я тоже прошу прощения. Затем она подходит к Яги и говорит, прости меня. После этого они продолжают готовить. Каэй говорит, смешай все с Умуи. Она начинает смешивать ингредиенты, напевая песню. Катори наблюдает за ней, наслаждаясь процессом. Она говорит папе, давай споем вместе, и приглашает Катори. Теперь она смешивает ингредиенты, и они поют вместе с ней. Это самый счастливый момент, когда они наслаждаются процессом. Теперь они выкладывают ингредиенты на сковороду, и Катори добавляет немного свинины. Каэй переворачивает ее, а Катори закрывает крышкой. Когда блюдо готово, Сумуи с нетерпением ждет, когда можно будет его попробовать. Катори добавляет немного соуса, а затем майонез. Затем она рисует на нем полоску. Сумуи в восторге. Она говорит, я тоже так сделаю. Затем она аккуратно рисует полоски. Когда она заканчивает, блюдо выглядит очень аппетитно. Теперь Яги говорит, давай приготовим еще одно, и тут открывается дверь. Это мама Катори, которая спрашивает, я приготовила? Катори удивлена, а Кохэй думает, что мама Катори очень молода. Она заходит и подходит к Кохэю. Они здороваются, и она благодарит его за то, что он так много делает для ее дочери. Яги краснеет, когда видит маму Катори, ведь она телезвезда, а Синобу дразнит его. Затем она здоровается с Цумуги, которая нервно представляется. Затем она говорит Катори, я закончила работу раньше. Извини, что я ушел утром, но ничего страшного, если я сейчас к вам присоединюсь. Катори улыбается и уходит со словами «дай мне переодеться». Но увидев ее школьную форму, Катори вскрикивает. Она смущается и убегает. Потом они все вместе садятся за стол. Окономияки готовы. Цумуги пьет сок, а Кохэй говорит «давайте уже есть». Он кладет ей на тарелку еду, и когда она начинает есть, остальные тоже с удовольствием едят. Она говорит, это вкуснее, чем в ресторане. Мегуми спрашивает, ты знаешь почему?
Потому что твой папа приготовил это с любовью к тебе. Тахей кашляет, услышав это нелепое объяснение, и даже Яги кривится. Но Цумуги воспринимает это всерьез. Любовь — это значит, папа тебя любит. Вот почему это так вкусно. Прежде чем он успевает объяснить, она улыбается и говорит: «Я буду много есть, папа». Он кладет руку ей на плечо и говорит: «Ешь побольше, Цумуги». Затем он с довольным видом ест и спрашивает: «Вкусно?» Цумуги отвечает: «Очень вкусно». На этом наша история счастливо заканчивается. Поставьте лайк этому видео, чтобы увидеть больше подобных видео. И напишите в комментариях, какое блюдо, по вашему мнению, понравилось бы Цумуги больше всего. Я прочитаю все ваши комментарии. Вы, ребята, лучшие.